Я Наталья, мама мальчика с синдромом Дауна. Ванечка в нашей семье 5-й ребенок. Это, скажем так, уже второй брак в моей жизни и в жизни моего мужа. У нас есть дети от первых браков, и Ваня вот у нас совместный ребенок, и я его родила в 42 года. В общем-то, большая семья, 5 детей. Мы обычная семья, которая растила благополучно 4 детей, счастливая семья. Муж бизнесмен, я ему помогала по бизнесу. И мы очень давно хотели нашего общего ребенка, и вот пришли к тому, что у нас родился Ванечка в нашей семье. Беременность протекала хорошо, я вовремя сдавала там все скрининги, это была частная клиника, доктор, там, кандидат медицинских наук, и, в общем-то, вовремя все УЗИ делались, и мы благополучно ждали этого малыша. И первые диагнозы, первые подозрения закрались уже в роддоме, когда ко мне подошла доктор и сказала, все ли вы скрининги делали, потому что у нас тут есть определенные подозрения по его внешним признакам, что что-то не так. Никаких не было данных, чтобы он у нас был. И, то есть настолько было мало информации у меня, и как у любого человека из обычной семьи, что синдром Дауна это как-то не про нас. У нас не может такого быть. И я эту мысль просто отсекла. Это не про меня. Мы успокоились почему-то. Потом приходили, там его смотрели разные врачи в больнице, и тоже говорят, там нормально, здоровый ребенок, по там, каким-то шкалам ему оценку поставили, все в порядке. Он нормально брал грудь, он все хорошо. Потом буквально через 2 дня, это был второй для нас шок, когда мне попросили поехать в институт сердца, потому что им не нравилось, как у него сердечко шумит. Институт сердца находился рядом с роддомом, и там мне поставили диагноз, что у него врожденный порок сердца, который нужно обязательно оперировать. И вот это для меня был второй удар. И после этого уже начали закрадываться какие-то сомнения, что, наверное, все-таки что-то не то с диагнозом. Когда уже со всеми этими первым шоком оправились и нашли в себе силы, мы таки поехали в Охмадет к генетикам, сдали анализы все. Когда мы зашли к генетикам, они сразу сказали, однозначно, синдром Дауна. Мы говорим, нет, этого не может быть. Какой образ жизни вы ведете, пьете, не пьете, курите, не курите, были ли в роду какие-то подобные случаи? Нет, ничего не было, абсолютно здоровая семья, здоровый образ жизни. Мы вообще всегда с мужем и спортом увлекались, и йогой увлекались, и, в общем, такое у нас очень активно все было. То есть мы думаем, это не может быть про нас. И мы генетикам не поверили, мы генетикам сказали, нет, вы ошибаетесь, этого не может быть, мы пойдем дальше. Я вообще очень много семей знаю, похожих на нас, да, с такими же детками солнечными. Однозначно все люди переживают большое шоковое состояние. Очень много успешных семей. В том же в Америке я познакомилась с большим количеством семей, детей с синдромом Дауна. Это успешные бизнесмены, это адвокаты, это юристы, учителя. То есть это такие очень... И всех это может коснуться в жизни. И они все в жизни пережили вот этот вот первый такой шок. Кто-то до рождения знал, кто-то после рождения был шокирован. На самом деле не так все страшно, как мы себе представляем. И когда-то, мне помню, Ване было только месяца 2, и мне говорят, синдром Дауна – это не приговор. Я думаю, что ты мне будешь говорить, синдром? Ты откуда ты знаешь? Ты в своей жизни с этим не сталкивался. Я, наверное, через 2 года, когда уже Ванечке мы прошли первый курс терапии, я тогда поняла, что да, это не приговор. Не все так страшно. Все зависит от того, как ты к этому относишься. А потом ты с этим просто учишься жить и понимаешь, что ты не один в этом мире.